Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вам летние пинетки для девочки. Первую петлю перекрываю. Вот она, вторая петля. И с третьей петли начинаю вязать. Я сложила пинетку пополам. И чтобы у меня маркеры были параллельно. Разворачиваю вязание. И так как мне нужно еще прибавлять петли, я буду вязать со второй петли. Пряжечка. Если у вас нету такой пряжечки, то подойдет пуговка. Закрытый носик, закрытая пяточка. Это трикотажное вязание. Для лета будет точно так же великолепно смотреться. Впереди сделала бусинки. Бусинки транспарентные, прозрачные. В солнечную погоду они будут как звездочки сиять на пинеточке. Если вам понравилась такая модель, будем вязать вместе. А теперь я ее замерю. 10 сантиметров, длина 4 пяточка, 5 пальчики. Глубина 5 до самого низа. Начинается вязать от самого низа, поэтому для таких пинеток не потребуется очень много пряжи. Немного материала. Материал у меня двух цветов. Это только потребуется для подошвы, для внутренней подошвы и для всей пинетки. Я буду вязать нитками вот такого цвета. Это меланж, основной розовый и добавлена одна нить белого цвета. Смотрится очень хорошо. Эти нитки, это 3 мотка, были в одном мешочке. В 50 граммах 187 метров написано. 50% хлопок и 50% акрил. Эта пряжа у нас в 50 граммах 195 метров. Так как она сильнее закрученная, то, соответственно, она подходит по толщине с нитками розового цвета. 2 крючка. Крючком номер 2 я буду вязать полностью все изделие, начиная от подошвы и заканчивая уже хлястиком. Крючком меньшего размера я буду поднимать тонкие петли и прятать хвостики. Ножницы. Пряжечка. Если у вас нету такой пряжечки, то подойдет пуговка. Она 15 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину. 2 маркера, чтобы наметить переднюю часть пинетки. Бусинки. Их называют в народе бисер. Игла для того, чтобы набрать эти бусинки. И вкладыш. Я его уже подклеила. Обратите внимание, я подклеила только на середине, чтобы края были свободные. Вязание начинаю с подошвы. У меня 2 подошвы. Одна подошва коричневого цвета, приклеена к ней прослоечка, и подошва розового цвета. Подошва розового цвета это будет внутренняя подошва моего изделия. Вязание такой подошвы есть у меня на канале, есть несколько видео, поэтому я на вязании подошвы останавливаться не буду. Я только скажу, что по окончанию работы у меня составило 72 петли. Подошва начинается не с пятки, а значит она будет не симметрична, она начинается вот с этой точки. Первый нулевой ряд, которым я обвяжу полностью свою подошву. Разворачиваю сначала на лицо, вкалываю крючок в условную середину, вот крючком намечаю. Разворачиваю вязание изнаночной стороной и в рядом стоящую петлю вкалываю крючок. У меня образовывается уголок. Беру нить и провязываю 2 петли вместе. Закрепляю. Я делаю свободно. Во вторую петлю вкалываю в крючок, и теперь она будет первая у меня петля. В рядом стоящую петлю формирую точно такой же уголок. Провязываю вместе столбик без накида. Так мне нужно провязать полностью круговую весь ряд по подошве. Посмотрите, что у меня получается с 2 сторон открытые петли. Вот по краю. За эти петли я буду привязывать вторую подошву, но можно и привязать красивый кант. А вот эти петли я буду использовать при вязании верха пинетки, передней части и задней части пинетки. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Бортик связан. Я оставила 2 хвостика. Первый, с которым я начинала, и второй, которым я закончила. Я эти остатки пряжи выведу в другую сторону. Они будут как раз связываться. Вовнутрь спрячутся и будет привязываться вторая подошва. И теперь буду приступать к вывязыванию передней части пинетки. В работе появились 2 новых элемента, 2 маркера. Маркером я отсчитала 42 петли. Я сложила пинетку пополам, вот таким образом. И чтобы у меня маркеры были параллельно друг другу. С каждой стороны по 21 петле. Теперь буду подготавливать нить. Я буду нанизывать бусинки. Беру иголку
беру, делаю вот так петелечку и еще нужную мне бусинку. У меня здесь несколько штук, поэтому мне нужна вот именно моя бусинка. Оттягиваю их назад, потому что они пока в работе участвовать не будут. И начинаю вязать мысик с 17 петли. Центральные 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, с 17 петли начинаю вязать мысик. Первая соединительная петля. Из этой же петли вывязываю вновь петлю, хвостик подтягиваю и провяжу еще 9 петель. 9 и 10. Последняя заключительная петля. Вот с 10 петель я начала, а хочу закончить, чтобы у меня было 20 петель. Поэтому с каждой стороны я буду пока прибавлять петли для того, чтобы достигнуть серединки 20 петель. Следующая петля соединительная и вторая петля также соединительная. Разворачиваю вязание без петли подъема. Первую петлю перекрываю и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 10, и вот она 11 петля новая. Провязала 11 петель. Крючок завожу с лицевой стороны, вкалываю первую рядом стоящую петлю, соединительная петля, и в следующую петлю соединительная петля. Разворачиваю вязание, и так как мне нужно еще прибавлять петли, я буду вязать со второй петли. Вот она первая, вот она вторая. 1, 2, 11 и 12. Уже прибавлено 2 петли, уже 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Да, 16 рядов. Вот я буду постепенно прибавлять до 20 петель. Но вначале мне нужно провязать вот несколько рядов без бусинок. 2, 4, 6, 8. Так мне нужно провязать до 10 рядов. И я покажу, как я привязываю бусинки. Я набрала нужное количество петель, 20 у меня, провязала высоту 10 рядов, и теперь я буду в каждом изнаночном ряду вывязывать бусинки. Будет интервал у меня через 2 петли. Провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание без петли подъема. Так как мы больше прибавлять не будем, первую петлю перекрываю, вторая петля, вот она вторая петля, и с третьей петли начинаю вязать. Первая и вторая. Интервал через 2 петли. И теперь буду вывязывать бусинками. Плотненько подвожу пальцу, придерживаю и провязываю первую петлю, столбик без накида, и вторую. Интервал 2 петли. Следующая бусинка. 1 и 2. Следующая. И так далее до конца. Я провяжу этот ряд до конца. У меня с другой стороны также должно остаться 2 петли, четное количество петель, и покажу вам следующий этап работы. Первый изнаночный ряд с бусинками готов. С другой стороны точно так же провязываем первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание, и так как количество петель у меня набрано, то я буду вязать с третьей петли. Первая петля вот, вторая петля вот, и я буду вязать с третьей петли. Пропускаю 2 петли и начинаю вязать с третьей. Лицевые ряды будут провязываться столбиками без накида. И в следующем изнаночном ряду я точно так же буду набирать бусинки. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий ряд. Лицевой ряд связан, и теперь я приступаю к следующему изнаночному ряду с вывязыванием бусинок. Точно так же вяжу сначала 2 соединительные петли, разворачиваю вязание и с третьей петли начинаю вязать. Но так как я хочу расположить их не друг над другом, а в шахматном порядке, значит, следующие бусинки между вот этими бусинками. Первые 3 петли я буду провязывать столбиками без накида. Первая, вторая и третья. А потом уже будет по рисунку через 2 петли. 1 и 2. Столбики без накида.
следующая бусинка. Вот так. Значит, следующий ряд будет располагаться таким образом. 2 петли, бусинка, 2 петли, бусинка. Я провяжу этот ряд самостоятельно и последующие ряды лицевой, изнаночной с бусинками. И покажу вам следующий этап работы. Ну вот, передняя часть пинетки связана. Отрезаю нить. Маркеры нам больше не нужны. Хвостик прихватываю, остаток пряжи, чтобы не распустилось, и потом впоследствии спрячу, заправлю и выведу на изнанку. Видите, здесь хвостики, потому что здесь будет накладываться подошва, и этого ничего не будет видно. Перед тем, как начать вывязывать заднюю часть, мне нужно поднять пяточку. Я буду делать 2 укороченных ряда. Первый укороченный ряд будет у меня с 5 петли начинаться. 1, 2, 3, 4, 5. Вот с этой петли я начну первый укороченный ряд. Чтобы у меня ряды не были ступеньками, первую петлю я только закрепляю и провязываю следующие петли уже столбиками без накида. Одновременно ввязываю остатки пряжи. Перешла на другую сторону. Ориентируюсь, чтобы у меня здесь осталось 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5. Так как я начинала с 5 петли, у меня должно быть 4 открытых петли. Значит, вот эту последнюю петлю я буду провязывать соединительной петлей. Делаю петлю большую и полностью мою пинетку протягиваю через эту петельку. Аккуратненько затягиваю ее. Уже будет вязание с изнаночной стороны, потому что я начала туда. И теперь, не отрезая нить, делаю протяжку, пропускаю 2 петли, с 3 петли начинаю вязать. Протяжечку делаю свободненько. Точно так же закрепляю и следующие петли провязываю столбиками без накида. С этой стороны, не доходя 2 петель, соединительная петля, отрезаю нить, прячу ее. Я довяжу этот ряд до конца самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вот 2 укороченных ряда готовы. И теперь я приступаю уже с 3 петли. Буду вязать заднюю часть. Первая закрепляющая, и из этой же петли вывязываю петлю. Одновременно ввязываю остатки пряжи вязания. И вот дохожу до первого укороченного ряда. Так как у нас петля не сформирована и будет тяжело ее поднимать, я беру ее из этого же ряда, вот с которого начала вязать. И теперь уже со следующей петли поднимаюсь наверх. Получается такой подъем, очень мягкий. С этой стороны точно так же оставляю 2 петли и начинаю уже провязывать полностью заднюю часть. Я провяжу 2 ряда самостоятельно и покажу, как я убавляю 1 петлю на пятки для того, чтобы ее немножко закруглить. Я провязала 4 ряда высоту задней части пинетки, и в 5-м ряду я буду убавлять 1 петлю на пятки для того, чтобы ее немного закруглить. Я до пятки еще не дошла. Складываю пинетку пополам, ищу условную середину и пропускаю петлю. 1 петлю пропустила и следующую провязываю. Вот это 5-й ряд. И мне нужно, чтобы пяточка составляла, не считая укороченных рядов, 9 рядов. Я провяжу до 9-го ряда самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. 9 рядов в высоту, не считая укороченные ряды, связаны. 2, 4, 6, 8 и вот он 9-й ряд. Я оставила петлю, у меня уже с этой стороны связано, с левой стороны на правую. Если я буду точно так же вязать, то я буду набирать 34 петли. Вот таким образом, чтобы связать хлястик. Но так как у меня уже хлястик связан, я вытяну петлю, оставлю ее открытой. Возьму кусочек пряжи, я уже приготовила, привяжу 35 воздушных петель, чтобы было 34, так как последняя петля будет узелок, и она в работе участвовать не будет. 1, 2, 3, 4 и так далее. После того, как я свяжу 35 петель, я закрою эту воздушную цепочку и начну вязать изнаночные ряды вверх задней части пинетки и хлястик. Так мне нужно связать 2 ряда. Покажу вам только первый ряд, все остальное можно связать самостоятельно. Итак, приступаю к следующему ряду. Это уже ряды, которые будут вязаться вместе с хлястиком. Я оформила косичку из 35 воздушных петель, и вот теперь это будет вязаться вместе. Провязываю заднюю часть пинетки полностью вверх и плюс уже формирование хлястика. Одновременно ввязываю остаток пряжи, вот дохожу уже до хлястика.
И приступаю к вязанию первого ряда. Мне нужно провязать ряд туда и ряд обратно. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, и хлястик готов. Связала 2 ряда. И теперь я буду укреплять кант пинетки полностью по всему периметру, по всему кругу. Буду это делать соединительными петлями по лицевой стороне, для того, чтобы укрепить кант пинетки, чтобы она не растягивалась. Так мне нужно сделать полностью эту часть, эту и вернуться вот к этой точке. Я сделаю эту работу самостоятельно, пришью пряжечку и покажу вам, как я соединяю 2 подошвы. Ну вот, все готово, кроме подошвы. Теперь аккуратненько прикладываю, стараюсь это сделать ровненько и намечаю маркерами в нескольких местах. Теперь мне надо впереди сделать. Вот так. Беру пинетку таким образом, чтобы она была лицом ко мне. И крючком вкалываю петли 2 подошв. Вот таким образом. Буду обвязывать соединительными петлями очень свободно или пряжей цвета подошвы. Вот внешней подошвы. И аккуратненько, не торопясь, делаю свободные соединительные петли. Посмотрите, что получается. Получается вот такой симпатичный кант и прослоечка розовая. Это за счет того, что внутренняя подошва розовая. Провяжу это до конца и покажу, как я прячу вот эти хвостики. Их должно быть 2. Ну вот, подошва обвязана и остались 2 открытых хвостика. Чтобы вот эту петлю закрыть, я сначала вывожу ее на внешнюю сторону, 2 хвостика, а потом в рядом стоящую петлю вывожу назад. Разворачиваю заднюю часть, ищу точку, откуда я могу забрать вот эти хвостики. Вывожу вовнутрь, делаю узелок, закрепляю еще раз и прячу эти хвостики между подошвой и прослоечкой в разные стороны. Остатки отрезаю, выворачиваю, расправляю. Вот так. И вот, пожалуйста, пара готова. Вот она подошва у нас. Устойчивая, смотрится очень красиво. Это все растянется, так как это трикотаж. Видите, это все в движении, поэтому нету колодки. Высоту передней части пинетки вы можете решить самостоятельно. Если ножка толстенькая, я имею в виду пухленький ребенок, то можно сделать, конечно, больше. Если малыш имеет такую стандартную тонкую ножку, то вот как раз для малышки это идеально. Вот такие чудесные туфельки для лета я связала и предлагаю вам связать. Радуйте своих малышей, своих племянников, племянниц. Желаю вам мира, гармонии, вяжите в удовольствие.